Хотел бы подчеркнуть, я сейчас рассказываю не о том, что вот эти и эти убили кого-то. Я рассказываю о том, что есть сейчас у следствия. На данный момент есть у следствия. Вчера с утра произошел слив, намеренный, ненамеренный, кто знает, о том, кто совершил убийство адвоката Гробовского. Слили фотографии, замазанные фамилии, в общем, и это понесли все СМИ. Причем все СМИ повторяются, в общем-то мы видим лишь перепечатки и видим одни и те же фотографии. Фотографии без каких-то привязок, я гуглил, не получается по гуглу их найти. Вот эти фотографии. Какие-то молодые люди. Фотографии вот такого плана, с претензией там на Гуччи, что-то даже лежит, пистолеты, ножики. Ну и в принципе надо было поискать, и я поискал, и через 10 минут я уже знал, кто в руках у следствия украинского есть. Ну не через 10, а через 20. Вот. Главное выставить кипарь. Он в нем плавал, по всей видимости. В средствах массовой информации так и написано. Молодой человек, один из них выдавал себя за человека, который ведет роскошный образ жизни, изо всех сил пытался походить на человека очень обеспеченным, на самом деле был там, ну, не очень обеспеченным. В общем, поискали, нашли. Начнем издалека. Вот это вот было в 2012. Как бы это назвать? Парень из пригорода, скажем так. Потом стал огламуриваться человек, и вот он уже гламурный. И вот он уже гламурный, сильно рискуем и жертвуем своей душой ради достижения определенных целей. Вот он качается. Не знаю, как его зовут, может в кадр что-то попало, но я не в курсе даже. Ага. Мне больше понятны деревья. Тут закос под чтение, но обязательно в кадр должно попасть что-то с закосом под Луи Виттон. Есть целая прослойка такого рода молодых людей, которые строят из себя прожигателей жизни. Это нормально. Обычно такие люди приезжают из сельской местности, они переезжают в столицу, некоторые из них там переезжают там в большие города и начинают вести образ жизни в соцсетях, который предполагает наличие колоссальных средств. На самом деле колоссальных средств нет. О чем говорит следствие? Следствие говорит о том, что вот этот молодой человек и еще один предложили адвокату Гробовскому романтическое времяпрепровождение. Пригласили его. Он отправился, после этого они его выкрали. Давайте еще немного посмотрим на фотографии. Спорт как воздух, запятая, нужен всем. Гламур, 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 гламур и лямур. Вот одна из его соцсетей. Тоже выставление на показ всевозможных вещей. В принципе, фотографии особым разнообразием не отличаются. Вот здесь я на отдыхе, вот здесь я лежу, вот здесь я сажусь в машину, но явно не в свою. Давай. Рекорд. Давай, Тёма. Пару слов еще о гламурной жизни. Вот он предлагает себя в качестве актера. Работа моей мечты, на ваших условиях, приеду в страну. Умный спортсмен, сочетание ума и мышц. Вот он рассказывает, что он готов играть смазливых мажоров. Год назад прожигатель жизни готов был работать за 5000 гривен. Резюме. Готов был работать руководителем ивент-проектов от 5000 гривен на полную занятость. Здесь он перечисляет множество мест, где он якобы работал. На самом деле беглой проверки хватило для того, чтобы понять, что это все немного не так. Это выдумки. И тут вдруг буквально вот начинается записи о каком-то бреде, о том, что они арендовали 210 метров офиса в торговом центре Гулливер. Бизнесмены. Очень рад, почти все 210 квадратов сделаны практично без пафоса. Ну, по всей видимости, практически, наверное, или практично и без пафоса. Удивительная история вышла на днях, вот принесли ему денег, девочки.
Идея в чем? Якобы открыт офис для каких-то трейдеров. В общем, человек начинает заниматься бизнесом внезапно и начинает набор сотрудников. Трейдвенг приглашает на работу смышленых молодых людей, достойная зарплата. Набираю сотрудников, молодую компанию. Нужны бухгалтер, менеджер, ассистент. И ваше резюме он просит высылать на свою же электронную почту. Есть смышленые? Хотя, по всей видимости, компания заработает лет, наверное, через 15. Второй молодой человек, ну, он, в общем-то, такой же, как первый. Но тут интереснее, во-первых, он написал, что он работает, вернее, служил в СБУ. Во-вторых, мелькала фотография его в форме милицейской. Вот где-то здесь он. Может этот, может этот. Этот какой-то внизу староват. Итак, что удалось выяснить? Эти молодые люди заманили адвоката Гробовского. После этого, под действием психотропных веществ, как сообщило следствие, это не мои слова, они его везут в Киев. В Киеве они вместе с ним идут в офис. В офисе он из сейфа забрал 13 тысяч долларов. Это все видел охранник офиса. И охранник видит и одного из бройлеров, или даже двух. А после этого он уезжает. Они ему, это рассказывал опять-таки следствие, на ногу прицепили там взрывающийся браслет, да, взрывчатку. Если он будет убегать, они его взорвут. Первое, что говорит в пользу, что убийство совершили вот эти вот тупейшие бройлеры. Один из них улетел с телефоном загорать, Гробовского, для того, чтобы делать статусы с его телефона. По прилету, в принципе, в аэропорту его и поканули. Ну, молодые люди, я не знаю, он там Карнеги читал, но Маринину он даже не читал. И не знает, что по телефону определяется местоположение этого самого телефона. Понятно, что при таком раскладе у правоохранителей был полный маршрут и, в принципе, там до нескольких метров. Еще что говорит о совершении преступления вот именно вот этими вот непонятными гражданами, это то, что они просто, ну, глуповаты. И из соцсетей видно, что они реально глуповаты. Завладев 13 тысячами долларов, они на самом деле могли представить себя уже бизнесменами и все такое прочее. Ну а теперь нестыковочки. Первое. Они вкололи ему, это сообщило следствие. Или следствие соврало, или что-то странное. Психотропное какое-то вещество. И под воздействием этого вещества повезли в Киев. Повезли в Киев, это, когда я говорю повезли в Киев, это 600 километров. 600 километров, и они не боялись, что их остановят. То есть, и с ними человек сидит под воздействием психотропов, которого, более того, еще и узнать могут, к примеру, да. Ну, как-то слишком мудрено, не? Ну и слишком мудрено. Это взрывчатка на ноге. Это вот эти вот в фуфловых Луи Виттонах взрывчатку на ногу прицепили, а потом они его убивали с дострелом из оружия. Это вот они, да? Ну и последнее, это из области вообще непонятного. Военный прокурор Матиас, когда презентовал видео, на котором Гробовский говорит, что он якобы не будет больше защищать россиян, он говорил: зрите в корень, ви зможете понять. Ким би вони не були, де б вони не були і в яких кріслах би вони не сиділи. Це не просте відео. Ви всі тут досвідчені журналісти і зможете дуже уважно, наголошую, дуже уважно в подальшому проаналізувати все, що тут побачили. Тому, напевно, зможете самі вибудувати ті чи інші версії. Єдине, що можу порадити і навести слова відомого Козьми Пруткова: зрите в корень. Я так и ничего не понял, сколько не пересматривал, и я не могу понять одного. Вот эти вот молодые люди, они аполитичны, как я понимаю, их больше интересует пофоткаться в спортзале. И тут вдруг они начинают про этих СБУшников, они начинают снимать Гробовского. Ну и последнее, это же надо, чтобы так сошли все звезды, чтобы они заманили в свои сладкие сети, как я понимаю, как минимум один из них заднеприводный, в свои сети адвоката, людей, о которых говорят в Украине и за границей. В общем, история мутная, мы будем продолжать следить за расследованием. Я не могу понять одной вещи: зачем они его убили, если они его собирались шантажировать. И если они его собирались шантажировать, значит, у них было что-то, чем они его могли шантажировать. Зачем надо было его убивать? Ну, какой смысл? Говорят, что они вдруг поняли, что он юрист и сможет бла-бла-бла. Ну, они вдруг поняли, что они могут его шантажировать. Значит, на моменте, когда они его могли чем-то шантажировать, им должно было быть плевать, юрист он или не юрист. Короче, держим руку на пульсе, продолжаем следить.